Новый 2020 год традиционно начался с громких кинопремий, где независимые эксперты определили лучшие продукты киноотрасли и таким образом подвели итоги 2019 года. А что же ожидать в 2020 году и какие премьеры перенесли из-за пандемии коронавируса, смотрите в сегодняшнем выпуске ТОП-канала. А перед началом просмотра, пожалуйста, подпишитесь на ТОП-канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. Третий по счету фильм продолжает историю известных копов-напарников Маркуса Бернета и Майка Лоури. Если первый достиг профессиональных высот, то второй отнюдь не спешит с карьерным ростом. И пока Майк переживает кризис среднего возраста, босс румынской мафии нашел друзей и жаждет отомстить им за вред, который те когда-то ему нанесли. Друзья аккумулируют свои силы, чтобы не стать жертвами известного гангстера. Фильм номинант на премию «Оскар» 2020 года в категории «Лучший фильм» рассказывает о событиях, происходящих в Германии в конце Второй мировой войны. 10-летний мальчик Йоханнес лишь недавно потерял сестру, а от отца с фронта давно нет новостей. Мальчик решает пойти в военный тренировочный лагерь, чтобы стать таким же нацистом, как все его окружение. Вместе с этим он придумывает себе воображаемого друга – Адольфа Гитлера. Но настоящей неожиданностью для Йоханнеса и его друга становится сокрытие матерью в доме маленькой еврейки, которая переворачивает весь мир 10-летнего мальчика. Военный драматический фильм про двух британских солдат Первой мировой войны стал номинантом «Оскара» 2020 года и, согласно букмекерским прогнозам, имел больше всего шансов получить награду в категории «Лучший фильм». Впрочем, победу одержали «Паразиты» Пона Джун Хо. Согласно сюжету, ребята Шофилд и Блейк получили изрядно трудную задачу – пересечь вражескую территорию, чтобы передать команде союзников важное сообщение. Если они этого не сделают, будущее наступление заберет слишком много жизней солдат. Еще один фильм-номинант на нынешний «Оскар» стал адаптацией одноименного бестселлера писательницы Луизы Мэй Олкотт, который в 1868 и в 1869 годах вышел в 2 томах. В кинокартине говорится про 4 сестер Марч во времена гражданской войны в США. Джо мечтает быть писательницей, Эми хочет стать художницей и переехать в Рим. Мэг стремится реализовать себя в актерском деле, а Бет виртуозно играет на пианино. Несмотря на все эти таланты, девушкам рекомендуют выполнить единственную важную миссию в жизни – жениться. Но это сестер изрядно раздражает. Пока они с матерью ждут возвращения отца с войны, им придется принять самое важное решение в жизни. Хитрый и талантливый выпускник Оксфордского университета Микки Пирсон переезжает из Великобритании в США и начинает там свой криминальный бизнес. В старинном имении он выращивает марихуану и завязывает сомнительное знакомство с бандитами. Но однажды он знакомится с красавицей, с которой хочет связать свою жизнь, поэтому Микки планирует отойти от всех дел, однако остаться при деньгах и никому не навредить. Такие правила не действуют в нелегальном бизнесе, а затем банды открывают на него настоящую охоту. Думаем, все помнят зажигательную героиню комиксов DC Харли Квинн. На этот раз она предстанет в фильме с другими 3 супергероинями – Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтоя. Девушки объединяются в одну команду, чтобы спасти девочку Кассандру Кейн от злого криминального босса. Невероятно теплый и позитивный фильм рассказывает о попытках журналиста Ллойда Фогеля раскусить экранного телеведущего Фреда Роджерса. Именно он вырастил целое поколение детей на собственных получасовых сериалах для детей. Журналист по заданию редакторов издания Esquire хочет найти несоответствие между образом Фреда и его реальным персонажем, поскольку и сам не слишком жизнерадостный человек. Однако во время более тесного знакомства с ведущим все лучше узнает добродетеля с экранов телевизоров и поддается его чарам. Добавим, что фильм создан на реальных событиях. Довольно напряженный и интригующий фильм рассказывает о симпатии 2 женщин во французском регионе Британь в XVIII веке. Одна молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. На протяжении некоторого времени девушка изучает свою модель, а по ночам рисует ее портрет. Впоследствии работа отходит на задний план, а неожиданные чувства – на передний. С каждым днем героини все больше сближаются, и что ждет их дальше, смотрите в киноленте. Фильм на основе реальных событий рассказывает об истории, которая коснулась секс-скандала в Голливуде. Если сериал «Утреннее шоу» с Энистон и Уизерспун рассказывал о последствиях притязаний одного из телеведущих утренней программы телеканала UBA,
то здесь уже речь идет о председателе знаменитого канала Fox News Роджере Эйлсе. 3 журналистки, которые работали у него на канале, заявили о сексуальных домогательствах с его стороны и сильно пошатнули его авторитет. Съемки ленты начались через 1,5 года после смерти Эйлса, а главные роли исполнили знаменитые Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон. Трогательная кинолента о собаке по кличке Бакс Аляски точно понравится ценителям таких фильмов, как «Тога», «Белый плен» и другие. Сначала пес жил на ранчо в Калифорнии, но потом его похищают и продают на Юкон, в Канаду. Такие собаки там особенно ценились, ведь они выдерживают морозы и могут тянуть за собой санки. Там Бак постепенно дичает и начинает жить с золотоискателем Джоном Торнтоном во времена золотой лихорадки. Фильм стал 9-й экранизацией по мотивам романа Джека Лондона с одноименным названием. В последнее время становится все моднее снимать экранизации на основе известных произведений. На этот раз это одноименный роман Джейн Остин, который впервые вышел в свет в 1815 году и с тех пор стал примером вдохновения для многих постановок и кинокартин. В новом фильме рассказывается, как умная и красивая девушка Эмма живет в небольшом городке, где главным занятием считается сватовство незамужних девушек с парнями. Сама же она убеждена, что ей брак не нужен, хотя со временем осознает, что любовью всей ее жизни является человек, которого она никогда раньше не рассматривала всерьез. Всемирно известная сказка Карла Коллоди очарует даже тех, кто не отдает предпочтение анимационным кинолентам. Знаменитая история о непослушном мальчике Пиноккио, который вытесан из дерева отцом-плотником, показывает не только этап становления мальчика от такого себе разбойника до любящего сына, но и возвращает сладкое детство всех зрителей фильма. Он хочет стать настоящим мальчиком, быть не из дерева и без длинного носа, который становится все больше, как только он врет. Еще одна история на основе известной китайской легенды про Фа Мулан, девушку, что пошла служить в армию императора для защиты своей страны от северных захватчиков. Фа Мулан была старшей дочерью одного почетного воина, который должен был пойти выполнять воинский долг, но из-за состояния его здоровья Мулан решает заменить отца. Она полностью превращается в парня и становится настоящим воином. 25-й по счету фильм о легендарном агенте 007 снова выйдет на киноэкраны с Дэниелом Крейгом в главной роли. Правда, это будет его последняя роль в составе Бондианы, впрочем, история обещает быть не менее увлекательной. На этот раз события разворачиваются на Ямайке, где Бонд хочет отдохнуть от бешеного ритма жизни. Но спокойствие агента нарушает Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит помочь Джеймса в поиске пропавшего ученого. Причастным к этому делу становится опасный преступник, который вооружен новой технологией. Вот и дождалась знаменитая Скарлетт Йоханссон своего сольного фильма во вселенной Марвел. Наташа, или как ее еще называют Черная вдова, является известной шпионкой и супергероиней. События фильма происходят после событий в Первом Мстителе Противостояние, где она под грузом тяжелых воспоминаний из прошлого отправляется в Красную комнату. Надеюсь, вам понравилась эта подборка, и если какой-то из этих фильмов вы посмотрите, обязательно отпишитесь в комментариях, стоит ли его смотреть. Также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи!